Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как эффективно защититься от дирофилариоза собак. В одном из моих предыдущих видео была информация о дирофилариозе, о том, что это за заболевание и насколько большую угрозу это заболевание представляет для собак и их владельцев. В этом видео больше внимания будет уделено вопросам профилактики, ведь профилактировать данное заболевание намного легче, чем его лечить. Препаратов для профилактики дирофилариоза сейчас тоже очень много. В этом ролике я вам помогу разобраться в этом разнообразии препаратов. И вы, просмотрев это видео, сможете или сами выбрать тот или иной препарат, или будете понимать логику действий вашего ветеринарного врача. Для лучшего понимания материала я кратко напомню, что такое дирофилариоз. Еще раз акцентирую ваше внимание, что дирофилариоз – это очень серьезное заболевание собак и человека. И свое название «злая нить» в переводе с древнегреческого языка, оно отрабатывает на все 100%. Заболевание намного серьезнее, чем люди о нем знают. Особенно это касается тех владельцев, которые еще не сталкивались с этим заболеванием. Локализация дирофилярий может быть в самых непредсказуемых местах. Их можно найти где угодно в организме. Но чаще всего их находят в правом предсердии, подкожной клетчатке, в серьезных полостях и в глазу. Начинаться данное заболевание может с безобидного кашля, быстрой утомляемости животного, одышки. При многих заболеваниях могут наблюдаться такие симптомы. Поэтому, заметив покашливание у собаки, ставить диагноз дирофилариоз нет никакого основания. Конечно, сейчас уже существуют методы постановки диагноза на дирофилариоз, но не всегда они дают положительный результат на дирофилариоз, даже в том случае, если в крови собаки 100% есть микрофилярия. Точность постановки диагноза зависит прежде всего от количества взрослых дирофилярий в организме собаки и от времени забора крови у собаки. Наиболее активны микрофилярии в ночное и вечернее время. Плюс к этому надо, чтобы в ветклинике были врачи, которые владеют методами диагностики дирофилариоза. В больших городах еще есть такие специалисты, а вот для маленьких городков это целая проблема. Там не всегда могут быть такие специалисты. Чтобы было все понятно, напомню, как возникает дирофилариоз. Причиной данного заболевания являются комары. Именно они являются основным звеном в развитии дирофилариоза. Так вот, взрослая половозрелая самка дирофилярии – это большой длинный червь, похожий на нить, который находится в организме собаки, выделяет в кровь большое количество личинок микроскопического размера. Личинки, выделяемые самками дирофилярий, это личинки первой стадии. Их еще называют микрофиляриями. Для того, чтобы вырасти во взрослую особь, личинки должны пройти 5 стадий развития. Часть этих стадий микрофилярий проходит в организме собаки, а часть в организме комара. Как это происходит? Комар кусает собаку и заглатывает с кровью личинки первой стадии. В организме комара личинки первой стадии за 14 дней превращаются сначала в личинки второй, а затем в личинки третьей стадии. И когда комар повторно через 14 дней кусает собаку, то он с одной стороны вместе с кровью собаки заглатывает опять личинки первой стадии и в то же время вместе со своей слюной передает собаке личинки третьей стадии. Вот такой получается обмен личинками. Затем личинки третьей стадии в организме собаки проходят 4-ю и 5-ю стадию развития и наконец-то превращаются в половозрелые особи. Продолжительность развития личинок третьей стадии во взрослую особь в зависимости от вида дирофилярий составляет от 6 до 9 месяцев. Взрослые особи дирофилярий могут жить в организме собаки аж до 7 лет. Теперь, уже зная биологию и цикл развития дирофилярий, вы можете легко понять логику действий по его профилактике. Рассмотрим методы эффективной профилактики дирофилариоза. Первое. Нет комаров, нет и дирофилариоза. Для этого надо или уменьшать популяцию комаров в окружающей среде, или в период интенсивного лета комаров надо максимально ограничить собаку от них. Во многих странах, где финансы позволяют, уничтожение комаров есть процедура обязательная. Как правило, в этом случае в местах обитания комаров распыляются инсектицидные препараты, которые обладают длительным остаточным действием.
То есть однократной обработки достаточно, чтобы прервать цикл развития комаров. Там, где такие обработки не проводятся, то надо минимизировать контакт собак с комарами и выгуливать животных во время минимальной активности комаров. Второе. Если соседство с комарами все же избежать никак нельзя, то надо защитить собаку от нападения комаров. Надо применять такие препараты, которые в своем составе содержат вещества, отпугивающие комаров. Эти вещества называются репеллентами. Как правило, сейчас все производители средств от блох и клещей включают в состав своих препаратов репелленты. Большинство инсектицидов, которые содержатся в препаратах от блох и клещей, являются также и репеллентами. То есть не только убивают комаров, но и отпугивают их. То есть комар не кусает собаку. Всегда для страховки и собственного успокоения читайте инструкцию и убеждайтесь, что там написано, что препарат отпугивает блох, клещей и комаров. Я рекомендую применять препараты известных фирм-производителей. Я больше доверяю им, особенно при обработке собак мелких пород. Это препараты таких фирм, как Bayer, Pfizer, Hartz, Novartis. Я не буду сейчас даже останавливаться на конкретных препаратах этих фирм. Назовите любой препарат и все равно не ошибетесь. Практически все они обладают репеллентным эффектом. А что конкретно выбрать, капли, ошейники или таблетки, это уже смотрите сами, исходя из своих задач и предпочтений. А еще лучше посмотрите мое видео на эту тему. В этом видео рассмотрены случаи, когда и какой препарат лучше всего применять. Такое видео уже есть на моем канале. Но здесь есть один нюанс, что несмотря на то, что инсектицидный препарат обладает высокой эффективностью, следует помнить, что не существует таких препаратов, которые бы на все 100% защищали от всего. Все уважающие себя и свою репутацию производители думают о том, как сделать препарат, который бы обладал высокой эффективностью. Разные существуют для этого подходы, но создать препарат со стопроцентной эффективностью еще никому не удалось. Как правило, эффективность качественных препаратов от блох, клещей и комаров колеблется в пределах 95-98 с копейками процентов. В принципе, даже 98% это очень высокий процент защиты, но все равно остается каких-то пару процентов риска. Хотя, как показывает практика, что в действительности этих процентов риска несколько больше. И производители завышают показатели эффективности своих препаратов, да и у насекомых разная чувствительность к препарату бывает. И в сумме риск получается не такой уже и маленький. И вот здесь возникает вопрос, так а что же делать с этими рисками? Риск-то есть, и собака реально может заболеть дирофилариозом, чего очень не хочется допустить. И что делать в этом случае? Так вот, существует еще и третья линия защиты от дирофилариоза. Следует помнить, что дирофилариоз – это очень неприятное заболевание. Но все ужасы данного заболевания связаны только со взрослыми дирофиляриями. Из попавших в организм собаки при укусе комара микрофилярий не скоро вырастают взрослые особи. Микрофиляриям потребуется почти 9 месяцев, чтобы превратиться во взрослые половозрелые особи. А до этого момента в организме собаки циркулируют микрофилярии разных стадий развития, которые эффективно уничтожаются препаратами, в состав которых входит хотя бы одно из таких действующих веществ, как ивермектин, селамектин, моксидектин, мильбимицин, есть еще и другие вещества. Наиболее распространенные препараты из этой группы это Адвокат, Stronghold, Инспектор Total. Также хорошо себя зарекомендовали для профилактики дирофилариоза и такой препарат, как Паразитин комплекс. Следует отметить, что на больших собаках этот препарат хорошо работает, эффективно, но при применении препарата собакам маленьких пород иногда могут наблюдаться обильное слюноотделение и даже рвота, то есть наблюдаются явные признаки интоксикации. Очевидно, это связано с тем, что одно из действующих веществ данного препарата, ивермектин, вещество эффективное, но оно достаточно жесткое для организма собаки. Я ни в коем случае не говорю, что это вещество есть убийца для собаки, это не так, но я считаю, что собакам мелких пород лучше применять более мягкие препараты, тем более, что они есть. А данный препарат, если и применять, то с осторожностью и под контролем ветеринарного врача. Хотя для собак маленьких пород и другие препараты тоже следует применять под контролем ветврача и быть готовым к появлению каких-то нестандартных реакций. Производители очень часто в инструкциях своих препаратов указывают и на этот момент.
Также для профилактики дирофилариоза применяют и другие препараты, содержащие действующее вещество ивермектин. Это такие препараты, как Ивамек, Баймек, Биомектин. Препаратов на основе ивермектина очень много. Я рекомендую применять эти препараты только в двух случаях. Первый. При лечении взрослых стадий дирофилариоза действующее вещество ивермектин хоть и жесткое, но обладает высокой степенью воздействия как на микрофилярии, так и на взрослых дирофилярий. Второй случай, если есть необходимость в минимизации денежных затрат на лечение. С профилактической же целью лучше применять менее жесткие препараты, особенно, еще раз подчеркиваю ваше внимание, это касается собак мелких пород и тех пород, которым это действующее вещество крайне противопоказано. Очень эффективны для профилактики дирофилариоза и таблетированные формы препарата, например, такие препараты как Мильбемакс, Нексгард, Эндогард, Гельмимакс. Среди суспензий можно отметить такой препарат, как Диронет. Как видим, препаратов для профилактики дирофилариоза много, и каждый из них имеет свои как плюсы, так и какие-то, если не минусы, то свойства, которые хотелось бы, чтобы они были, но их, к сожалению, нет. И это нормально. Например, возьмем такой препарат, как таблетки Мильбемакс. Этот препарат очень эффективен против микрофилярий, а также и почти против всех видов гельминтов, как против нематодозов, так и цистодозов. Прекрасный препарат. Но, увы, он не действует против блох, клещей и комаров. Итак, можно рассматривать любой другой препарат. Выбирая тот или иной препарат, надо всегда смотреть, а какого результата вы хотите добиться. Существует же не только один дирофилариоз, а еще и масса других заболеваний. Поэтому в каждом конкретном случае надо всегда консультироваться со своим ветеринарным врачом, чтобы он, исходя из эпизоотической ситуации вашей местности, назначил такой комплекс препаратов, который бы позволил максимально эффективно защитить вашу собаку от неприятностей. Итак, вернемся к профилактике дирофилариоза. Как вы поняли, что существует 3 линии защиты животных. И если задействовать все 3 сразу, то в таком случае вероятность возникновения данного заболевания практически равна нулю. Я считаю, что если в регионе встречается дирофилариоз, то должны быть задействованы все 3 этапа защиты. Собака должна круглогодично быть защищена как от блох, клещей и комаров, так и получать препараты, убивающие личиночные стадии дирофилярии. Да, комары летают не круглый год, но сейчас такой климат, что и зимой при потеплении можно встретить кратковременный вылет комаров. Конечно, в таком случае риск как бы и минимален, но он есть, и лучше все-таки перестраховаться. Но это уже вам решать. Самое главное, что вы теперь знаете, как это заболевание эффективно профилактировать. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!